Великий раскол христианской церкви или Великая схизма часто представляют как внезапное событие 1054 года, будто Восток и Запад просто разорвали общение. На самом деле это был долгий процесс, который длился столетиями. И что интересно, каждая сторона считала себя хранителем истинной традиции. Как такое разделение согласуется с учением о единстве церкви? Уже с первых веков христианства возникали споры не только о вере, но и о том, кто будет лидером во Вселенской церкви. На Первом Вселенском соборе в Никее была закреплена церковная иерархия, которая сложилась ранее, где Папа Римский получил особый авторитет. В диптихах, списках епископов, поминавшихся на богослужении, Рим стоял первым, Александрия второй, Антиохия третий. Константинопольский патриархат тогда еще не существовал. В IV веке возникло разногласие между сторонниками Троицы и арианами. Папы римские твердо выступали против ереси Ария, тогда как многие императоры, включая Константина, поддерживали его. После победы над арианством был создан Второй Вселенский собор в 381 году, на котором был официально создан Константинопольский патриархат. Третий канон сразу поставил его на второе место в диптихах Вселенской, по-гречески католической церкви, что вызвало протест со стороны Папы Римского. С точки зрения Константинопольского патриархата, его права основывались на статусе города как Нового Рима. Папство считало, что источником церковного права является апостольское преемство. Первенство принадлежит кафедре апостола Петра, поэтому Рим никогда не признавал второе место Константинополя в диптихе. Вскоре произошел раскол Римской империи на восточную и западную, что обозначило контуры будущего церковного раскола. После падения Рима положение папы на западе укрепилось еще сильнее. Латинский богослов Августин Блаженный разработал учение о Граде Божьем и Граде Земном, показывая, что земная власть принадлежит падшему миру. Это формировало осторожное отношение к государственной власти в западном обществе и первое время оказывало влияние на Восток. До Великого раскола между Римом и Константинополем нарушения евхаристического общения были нередкими. По подсчетам, из 544 лет до Великого раскола на разногласия приходилось 203 года. Это включало 50 лет арианского раскола, время после смещения Иоанна Златоуста, период Акакианского раскола, монофилитского и 61 год во время иконоборчества. В этих конфликтах Рим, как правило, сохранял приверженность позиции, позднее признанной ортодоксальной, тогда как Константинопольский патриархат нередко оказывался на стороне учений, поддерживаемых императорской властью и впоследствии осужденных как ереси. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. На Халкидонском Вселенском соборе 451 года вновь была предпринята попытка добиться от Рима признания Константинопольского патриархата вторым после Рима. Это было закреплено в 28-м каноне собора. Папа Лев I Великий также не признал этот канон. Согласно католической точке зрения, Константинополь не был апостольским престолом, не имел древних церковных традиций и потому не имел оснований для возвышения, а его значение объяснялось прежде всего покровительством земной власти императоров. В конце VI века патриарх Константинополя стал использовать титул «Вселенский патриарх». Папа Григорий I Великий выразил решительный протест и в ответ подчеркнул смирение своего положения, приняв титул «Слуга слуг Божьих», контраст к гордому звучанию титула Восточного патриарха. Рим утверждал, что Константинополь не имеет законных оснований претендовать на власть за пределами собственной кафедры, тогда как первенство Рима во всем христианском мире основывается на преемстве от апостола Петра. После жала папы император Фока издал указ, согласно которому апостольский престол Святого Петра, то есть Римская церковь, должен быть главой всех церквей. После этого папа возобновил общение с Константинопольским патриархом. На Тружском соборе 691 года была предпринята новая попытка добиться признания Константинополя вторым в диптихе, однако папы не признали этот собор. Рим отвергал высокий статус Константинополя, утверждая, что церковная иерархия основана на апостольской преемственности и первенство принадлежит кафедре апостола Петра. В ответ в Византии начали развивать предания о том, что апостол Андрей якобы основал здесь епископство, чтобы обосновать права Константинополя, хотя исторических доказательств этому нет. В это время римская церковь значительно усилилась за счет присоединения Кельтской церкви в Англии и обращения германских народов. В германском христианстве возникла традиция добавлять в символ веры слова о том, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, то есть филиокве. Это дополнение сначала не признавалось даже в Риме, но со временем стало одним из факторов размежевания между Восточной и Западной церковью.
В отличие от успехов папства, Византия столкнулась с серией угроз своему существованию. С одной стороны, завоевание исламского халифата, с другой – нашествие славян на Балканах. Это радикально изменило ситуацию. Средиземное море заполнили мусульманские пираты, что нарушило привычную торговлю и общение между Италией и Грецией. Славянские вторжения дополнительно осложнили связи по суше. Византия утратила многоязычные территории на востоке, где жили армяне и копты, а также значительную часть Балкан с романоязычным населением. В результате в пределах империи стало преобладать грекоязычное население, а патриархи Александрии, Антиохии и Иерусалима, оказавшись под властью мусульман, стали зависимыми от Константинополя. Отказ от латинского языка и переход на греческий стал еще одним фактором, усилившим различия между восточной и западной церковью. В то время уровень грамотности оставался низким, а переводы текстов были дорогими и редкими, поэтому греки и латиняне все чаще не могли полноценно понимать друг друга. Монахи переселялись в Византию и Италию, спасаясь от мусульманских завоеваний. Тогда византийские императоры начали борьбу с почитанием икон, частично оправдывая ее необходимостью противостоять исламской угрозе. На практике это приводило к разрушению монастырей и преследованию монахов, которых нередко принуждали к службе в армии. Многие из них бежали в Италию, где папство решительно выступило против иконоборчества. В ответ императоры вывели из-под юрисдикции Рима Южную Италию и Сицилию и передали ее Константинопольскому патриархату. Сверженная иконоборцами церковная иерархия, патриархи, восточное монашество и народ с особой энергией поддерживали связь с Римом. Феодор Студит, опираясь в своей борьбе с иконоборчеством на Вселенскую Церковь, отдавал первенство голосу папы. В посланиях к римским папам он превозносил римскую кафедру, в выражениях, которые и поныне используются католическими авторами как доказательство того, что православный Восток до Фотия признавал папский примат. В Византии борьба с иконами и монашеством растянулась на столетия, и Рим прекратил общение с Константинополем. Папство нашло себе союзника в правителях франков. Папа Стефан III стал первым римским епископом, пересекшим Альпы и отправившимся в их королевство. Там он заключил союз с Пипином III, короновав и помазав его и его сыновей, в то время как те обязались защищать владения святого Петра. Свое право на них папы стали основывать на даре Константина Великого. Франки, как и папство, осудили иконоборчество на соборах в Париже и Франкфурте. При Карле Великом они достигли пика могущества, и он в 800 году папами был коронован императором, что Византия не признала. Чтобы добиться этого признания, Карл Великий захватил Венецию, которая в то время формально оставалась византийской. Византия была вынуждена пойти на соглашение с франками ввиду начавшейся войны с болгарами, потребовавшей значительных ресурсов и стоившей жизни императору Никифору. Она признала императорский титул у Карла Великого. Франки вернули им Венецию, но на правах широкой автономии. Там тогда существовала сильная профранкская партия. В результате иконоборчества, монашество и церковь Византии были существенно ослаблены и перестали играть значимую независимую роль. Императорская власть, внешне соглашаясь с почитанием икон, получила реальные рычаги управления страной. Константинопольские патриархи стали полностью зависимыми от императоров. На Западе, в отличие от Востока, монахи были основной опорой церкви и общества, во многом сформировав его. Они не подвергались гонениям, напротив, к ним бежали монахи из Византии, спасаясь от преследований. Западные монахи закрепили свое влияние через практику целибата среди духовенства, что усиливало независимость церкви от светской власти и отличие от Востока. В представлении византийцев стало непостижимым значение папства в Западной Церкви, в то время как там абсолютная власть императора на Востоке вызывала недоумение и ужас. Обрядовые и богословские отличия усиливали чувство отчуждения. Даже в этой ситуации сохранялись проявления взаимной доброжелательности и сотрудничества на низовом уровне, особенно в монашестве. На Афоне бенедиктинцы основали обитель, в которой латиняне жили среди греков по собственному уставу, пользуясь уважением. Главным препятствием оставался язык. Даже на Вселенских соборах христианский мир постепенно разделился на греческий Восток и латинский Запад, где латынь стала языком международного общения. При христианизации славян язык стал ключевой проблемой. Греки и латиняне развернули миссионерское соперничество в Восточной Европе. Местные правители способствовали обучению на родных славянских языках.
С миссией Кирилла и Мефодия связано появление кириллицы. Славянская письменность со временем тесно связывалась с греческой миссией и способствовала распространению влияния Константинополя в регионе. Соперничество франкских и византийских миссионеров продолжалось. В Болгарии местные правители использовали кириллицу как средство против влияния Византии и одновременно приглашали франкских миссионеров. Так латинские обычаи, в том числе филиоквия, начали распространяться в регионе. По папскому пониманию, Болгария входила в Иллирик, область, законно подчиненную Риму. До создания Константинопольского патриархата эта территория принадлежала Риму по церковной юрисдикции, и передачу ее Константинополю Рим никогда не признавал. Константинопольский патриарх Фотий выступал против Филиоквия, однако его возражения оказались неэффективными, так как Рим формально это дополнение не принял. Филиоквия в то время распространялась главным образом как традиция германского христианства. Считается, что этот конфликт вокруг Болгарии был реальной причиной Фотиева раскола. Он начался с того, что папа отказался признавать законность избрания Фотия патриархом. По настоянию папы он был смещен с должности и осужден Вселенским собором. Вскоре Фотий был восстановлен в должности патриарха и оправдан собором, который в Константинополе считается Вселенским, но не был признан таковым папством. На этом соборе традиция филиоквия была предана анафеме. В свою очередь римская церковь предала анафеме лично Фотия. При его преемнике раскола между Востоком и Западом не происходило. Фотий был признан святым греческой церкви, где духовенство почитало его за противодействие латинянам. Соперничество с ними продолжалось, особенно в Восточной Европе. Вследствие разгрома немцами язычников-венгров на реке Лех, их позиции существенно укрепились. В католицизм вскоре перешли Польша, Чехия и Венгрия. Отон I отправил миссию княгине Ольге Киевской. Особенно тревожным и для Византии было появление болгарских послов при дворе германского императора. Влияние Священной Римской империи возрастало, и католические иерархи все чаще были их ставленниками. Германские правители из династии Оттона были настроены к Византии более враждебно, чем каролинги. Их интересы пересекались на юге Италии, которая оставалась связующим звеном между латинской и греческой культурами. Для Византии важной территорией была Сицилия, через которую она имела доступ к Западному Средиземноморью, пока в 962 году мусульмане не захватили остров окончательно. Византия еще сохраняла присутствие на юге Италии, однако ее позиции постепенно ослабевали. Местные правители начали приглашать норманнов для помощи в борьбе с мусульманами. Со временем это привело к тому, что они сами закрепились в регионе и стали новой силой, вытесняя как византийцев, так и мусульман. Норманы с папского одобрения начали использовать латинские обычаи, вытесняя греческий обряд. Одновременно в римской церкви началось широкое общественное движение за нравственное оздоровление и каноническую нормализацию церковной жизни. Ее центром стала Франция и монастырь Клюни. При поддержке императоров Отонов клюнийские реформы распространились на всю римскую церковь и привели к завершению периода упадка папства, известный как правление блудниц или мертвый век. Реформаторы выступали за усиление и независимость папства. В символ веры, использовавшийся в Риме, впервые было включено филиоквия. Это было важно само по себе и символизировало более широкий процесс. По мере развития XI века германские церковные реформаторы не просто влияли на папство, но фактически контролировали его. В то же время византийцы воспринимали германское влияние как своего рода узурпацию. Византия недавно отвоевала Крит у мусульман и надеялась вернуть Сицилию, чтобы восстановить свое влияние в Италии и на Рим. На деле могущество империи было серьезно подточено внутренними конфликтами. Экономический упадок вынуждал ее предоставлять привилегии итальянским купцам, делая империю зависимой от них. Демографический спад приводил к кризису набора в армию, и Византия все больше опиралась на наемников Запада. Когда Византия предприняла попытку отвоевать Сицилию, она наняла норманнов из Италии. Эти воины отличались особой храбростью, а их лидер Вильгельм Отвиль во время осады Сиракуз прославился тем, что в одиночку убил эмира, за что получил прозвище «Железная рука». Позднее, когда византийцы задержали выплату за их службу, норманы восстали и покинули войско. В результате, при поддержке папства и германских союзников, норманы стали вытеснять греков из Италии, одновременно вводя латинский обряд. Как пишет историк Жан-Жак Легов, латиняне упрекали греков в том, что они манерны, трусливы, непостоянны. Они испытывали смесь зависти и презрения, обвиняли в жадности и чрезмерной роскоши. На пике клюнийских реформ папой римским был избран немецкий епископ Бруно, родственник императора Генриха III. Он не только не домогался папской кафедры, но всеми силами отказывался от нее и согласился принять ее только при условии одобрения народа и римского клира.
Бруно был сторонником радикального нравственного обновления церкви. В одежде кающегося, с босыми ногами и головой, посыпанной пеплом, он совершил свой путь и вошел в Рим под торжественные клики населения. Этот необычный парад глубоко польстил гордости города и произвел сильное впечатление. Став папой Львом IX, он активно боролся с браками духовенства и покупкой церковных должностей. В Константинополе в это время был патриархом избран Михаил Керуларий. Он также был знатного происхождения, только стремился к власти на место императора. После неудачного заговора Михаил Керуларий был лишен имущества и пострижен в монахи. При другом императоре он стал патриархом. В Константинополе итальянские купцы строили свои храмы, в которых использовали латинские обычаи. Михаил Керуларий приказал закрыть эти храмы. Затем он распорядился направить через болгарского архиепископа письмо с критикой латинских обрядов, прежде всего использования пресноков при Евхаристии. Это обосновывалось тем, что опресноки связаны с иудейской традицией. При этом сам Рим не настаивал на исключительности опресноков как единственно допустимой формы. В то же время Константинополь в переписке не отрицал первенство чести папы среди других епископов. В защиту латинских обрядов ответ написал кардинал Гумберт, которого папа направил в Константинополь для разрешения спора, который перерос в Великий Раскол. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.